А следующий прибор, о котором мы с вами будем говорить, это DETA плюс BIO. Это тоже наша последняя разработка, которая появилась сегодня. Эта разработка является дальнейшей разработкой приборов DETA антипаразитарных, которая воплотила в себе самые, что ни на есть, распространенные заболевания. Те, которые можно лечить с большим успехом. Базируется эта разработка на результатах 6 лет разработки и 2 года клинической апробации в 48 клиниках России. Вот здесь воплощены результаты вот этих вот 8 лет труда творческого коллектива. И все вот это позволяет лечить очень серьезные заболевания. Чем этот прибор интересен? Он работает по материалам американского исследователя Ройлда Райфа. Этот ученый еще в 1934 году прошлого столетия разработал частоты, с помощью которых удается убивать те или иные патогенные микроорганизмы. Он провел большое количество исследований в этом отношении и подтвердил, что да, действительно, и вирусы, и бактерии, и грибки, и гельминты могут убиваться с помощью электромагнитных колебаний. Разница между тем, что разработал он, и тем, что представляю вам я, является то, что автор работал в оптическом диапазоне. То есть частоты подавались в организм человека с помощью мигающей плазмы. Само собой разумеется, что это установка громоздкая, и ее нельзя носить с собой. Ей могут пользоваться только доктора, и это большое очень ограничение. Мы реализовали частоты Райфа в виде электромагнитного прибора. Точно так же, как у прибора DETA Rhythm, антенна находится на тыльной стороне. Вы включаете прибор, выбираете ту проблему, которую вы хотите решить, тот же, скажем, простой герпес, включили, положили опять в кармашек, и прибор в автоматическом режиме отработает, проведя лечение этого заболевания, которое на текущий момент считается неизлечимым. Но тем не менее, если мы уже говорим о герпесе, то есть исследования Нижегородской медицинской академии, которые показали, что если этот прибор применять с традиционной лекарственной терапией, он дает эффективность 87-92%. Если прибор применять в качестве монотерапии, мы получаем эффективность 85%. Из этого следует, что на лекарственную терапию приходится от 2 до 7%. При 85% эффективности этого прибора. Такие же исследования мы получили очень хорошо и по лечению вируса папилломы человека, цитомегаловируса, хламидийной инфекции, урогенитальной инфекции и множество других инфекций, которые сейчас очень волнуют человека. Кроме этих инфекций, хочется отметить, что прибор показал себя очень хорошо по лечению туберкулеза, особенно с множественной лекарственной устойчивой формой, когда уже лекарства не действуют. 72% достоверность, подтвержденная клинически по лечению этого заболевания. То есть туберкулез с множественной лекарственной устойчивой формой лечится с достоверностью 72%, что клинически подтверждено. И вот в этом приборе нам также удалось воплотить те заболевания, которые чаще всего волнуют человека, то, с чем он чаще всего сталкивается. И при этом хочется отметить, все, что здесь запрограммировано, оно имеет клиническое подтверждение. То есть гарантированно прибор окажет то действие, на которое он рассчитан. Сейчас мне хотелось бы рассказать, о каких действительно проблемах может идти речь из тех программ, которые реализованы в приборе DETA плюс BIO. Это прежде всего герпес, тот, который очень часто волнует людей. Небольшая простуда либо ослабевает иммунитет, и тот же герпес высыпает на лице. Сколько людей с ним мучаются, скольким людям он портит лицо, не давая возможности даже показаться на улице. Так вот, этот прибор работает очень интересно. Если вдруг у вас эта проблема возникла, вы вечером включаете этот прибор, и утром вы пойдете на работу с совершенно нормальным лицом. То есть даже за один сеанс симптомы будут убраны, но понятно, что за один сеанс заболевание излечено не будет. Поэтому для того, чтобы излечиться, нужно провести несколько сеансов.
А вторая также наиболее проблема, которая очень часто волнует, это стафилококковая и стрептококковая инфекция. Вызывает самые различные вещи: и насморк, и нагноение, и раны, когда гноятся, не заживают. Вот эта вещь прекрасно в этом отношении сработает. Также мы можем с вами говорить о гельминтах, которые проникают в организм и которые самостоятельно, как таковые, симптоматически, могут не проявляться и не волновать человека. Но уже поздно говорить о лечении, когда заболевание проявилось. Гельминты — это самые высокоразвитые существа, которые попадают в организм и начинают его разъедать, причем организм не сопротивляется этому делу. А это очень серьезно, они скапливаются в организме, они размножаются. И даже клинические анализы, которые сейчас проводятся, они не всегда эффективны. Потому что микробиолог может заметить гельминтов только в том случае, если самка отложила яйца. Ну хорошо, если этот гельминт в кишечнике, тогда яйца можно заметить. А если это печеночный сосальщик? Его обнаружить уже никак невозможно. Поэтому здесь есть те гельминты, которые наиболее широко распространены и которые могут попасть в организм человека не только от животных, а вместе с сырой рыбой. Очень много любителей рыбы, соленой рыбы, также попадают в организм человека эти гельминты, и с которыми очень тяжело справляться, и лекарственная терапия тут практически не работает. А чтобы лечение проходило успешно, в приборе также применена специальная дренажная программа, которая позволяет выводить уже убитых вирусов, микроорганизмов из организма достаточно быстро и хорошо. Следует отметить очень интересные особенности этого прибора. За 2 года клинических испытаний, проведенных в 48 клиниках, не было выявлено противопоказаний. Не было выявлено побочных эффектов. Прибор работает мягко, безболезненно, не вызывая никаких побочных эффектов. Есть очень интересное еще одно наблюдение. С помощью этого прибора очень хорошо можно лечить грибки на ногах. Великолепная программа. Когда проводились исследования, долго никак не могли понять. Вот грибки есть, а прибор вроде как на них не действует. А потом возникла очень интересная мысль. А грибки же, они любят жить во влажной среде. И вот тогда сделали следующее. Ноги в тазик с водой, размачиваются, грибки активизируются, ноги вытаскиваются, включается прибор, и дальше прибор отрабатывает, и ноготь растет чистый. То есть даже с такими серьезными вещами, с которыми люди мучаются годами, удается великолепно справляться с помощью этого прибора.